Друзья, я снова всех приветствую. Сегодня очень важный день. Сегодня будем точить опоры для станка. Почему этот день важный? Потому что станочек уже 2 года стоит просто так, просто расхлябанно, без всякой установки. Когда я его шабрил, я уделял большое внимание, чтобы он стоял без напряжений. Точно так же он стоит и сейчас. Сможете заметить, здесь одна опора. Она не позволяет скручиваться станине. Здесь еще 2 опоры. Когда я говорю про скручивание, я имею в виду, что не позволяет скручиваться в спокойном состоянии. Но зато, когда я обтачиваю что-либо, станок весь дрожит, весь изгинается. Ну, то есть понятно, что так быть не должно. Принял решение делать металлические опоры. На виброопоры ставить не хочу, потому что резина точно так же будет изгинаться и геометрия станка нарушаться и нарушаться жесткость. Есть 4 таких блинчика. Из них изготовлю опоры. Первоочередная задача — обточить их и облагородить. Прежде чем заняться этим делом, сделал выточки. Выточки, естественно, не только для этого дела, они пригодятся и в будущем. Во-первых, они позволяют увеличить диаметр зажимаемых деталей. Это 200-й патрон. И, как оказалось, детальки не такие уж и большие, он может зажимать. При попытке зажима за вот эту часть, это 130-й диаметр, я обломал один зуб на кулачке. Вот такая катастрофа произошла. Выточки позволяют увеличить диаметр на 4 сантиметра. То есть где-то максималка теперь будет 150-160. С учетом сломанного зуба, потому что приходится дальше вставлять кулачки. Так, друзья, от слов к делу. Зажимаю заготовочку и поехали. Сначала обточу, а потом нарежем резьбу. Итак, устанавливаем. Станок настолько быстро работает, что можно снимать даже без ускорения видео. Так, зажали. Теперь сделаю большую фаску. Сделал сначала фаску, чтобы не менять в последующем вот этот резец. Здесь, естественно, размеры не важны, но просто хочется, чтобы все четенько было. Теперь торцую. Вот так идет процесс. Так, это есть. Теперь этим же резцом прохожу снаружи. На той же подаче все то же самое. Так, выставили. И поехали. Готово. Переставляю деталь. И дохожу в непройденный участок.
фактически все сошлось. Теперь торцуем. По ходу дела можно увеличивать оборотики, потому что диаметр уменьшается, и можно соответственно увеличивать обороты, чтобы сохранить скорость резания. Осталось сделать фасочку, и можно снимать деталь. Готово. Ставим на нейтралочку, чтобы, не дай бог, не включилось. И смотрим, что у нас получилось. Единственное, надо снять теперь эту нехорошую вещь. Вот. Красота, да и только. Выточки зажимают очень сильно, остаются отметины. Чтобы сделать выточки, пришлось сделать даже вот такую оправку под расточной резец. Болты даже еще пока не поменял. Лень съездить их купить, красивые какие-нибудь. Выточки имеют конусность. Конусность вовнутрь. Ну, здесь можно конусность было сделать. Я сделал выступающую часть. То есть оно здесь зажимается гарантированно и не дает слететь детали. Площадки тоже проточены. В общем, такие дела. Следующая задача — сверлить отверстия и нарезать резьбу. Станок будет стоять на шпильках, на вот этих. Нужно нарезать соответствующую резьбу. Резать буду на токарном станке метчиком. Остальные недостающие пятачки. Решил делать 4 опоры. Когда-то весь этот резьбо-нарезной инструмент я выменял на сверла, которые нашел на металлоломе. А теперь нарезаем резьбу. Нашел мечик кем-то модифицированный. То есть он здесь сразу как и первый и как и второй номер. Здесь сточена часть, а здесь калибрующая часть осталась. Из R18. Вот и мы будем резать. Я думаю, не зря кто-то так сделал. Мы его, пожалуй, смажем спецсредством, ребят. Потому что резьба серьезная. И надо подойти к этому основательно. Нагрузки очень большие здесь. Теперь прижимаю центром задней бабки. Вот так. Отверстие, кстати, на 17. Отверстие даже немного меньше, чем надо. Ну, другого нет, а растачивать мне лень. Будем пробовать так. Тем более смазочка нам поможет. Я думаю, все у нас получится. Тем более, что мечик модифицированный. Теперь берем вот этот ключ. Самый маленький ключ в мире. Вот. И включаем станочек. Так. Поехали потихоньку. Задней бабкой прижимаю. Одновременно. То есть большое усилие не даю. Просто прижимаю к центру. Ключ здесь держится сам. И пошел процесс. Как-то потрескивает он. Оборотики самые маленькие, которые может дать мой станочек. Ток пока что 6,5 ампер. Я думаю, он подувеличится, когда дальше пройдет. Пока все легко. Вообще как-то хорошо идет.
То есть можете заметить, станочек способен резать резьбу М20. Причем частотник на минимуме, то есть он не выдает мощность сейчас. Мощность весьма скромная сейчас, ну то есть крутящие моменты, мощность. На малых оборотах двигатели асинхронные не могут отдавать полноценно. Так, хватит. До конца дорезать полностью прогонять не буду, чтобы шпилька не выходила насквозь. Где-то здесь она должна начинать застревать. В общем, такая задумка у меня. Когда-нибудь мы попробуем резьбу помощнее, естественно. Кстати, кому интересно попробовать, как себя ведет вжик, ссылочки на производителя, это ВМП Авто, я оставлю в описании, друзья. Применяется для вот таких целей, для сверления и прочего в металлообработке. Я сожью не пользуюсь, потому что мне не нравится, как она расплескивается. Мне вот в данном случае больше подходит вот эту. Перед установкой решил сделать опорные шайбы с ответной стороны. То есть, чтобы упиралось вот сюда довольно-таки большой площадью. Установил матерую болваночку и будем отрезать колечки. Думаю, толщины в 10 мм будет достаточно. Итак, поехали. Одна шайба есть, штурмуем следующую. Диаметр проточки был на миллиметр меньше, чем диаметр сверла. Если сильно маленькую сделать, то плохо будет получаться. Будет оставаться часть конуса недосверленного. Ну вот и все. Одну сторону уже немного выставил. Смотрим, что получается. Проверять будем равным уровнем. Ну, пока что выставил предварительно. Бульба, видно, что вот здесь два деления захватывает. Одно деление уровня показывает 0,045 мм на 1 метре. Такое отклонение. Когда поставлю недостающих две опоры, выровню в этой плоскости. В этой все печально, потому что здесь я не выставлял. И опять выровню вот в этой плоскости накручения. В общем-то и вся установочка будет, ребят. Потом можно будет поработать, чтобы все оселось. Сдавило все мельчайшие частицы. Там стружечка может попасть. И потом можно будет еще разочек выставить. Потому что легко выставляется гайками. И надо будет выточить пятую опору вон туда. Поставил одну опору, здесь нет. И выровнял по уровню его в этой плоскости. Теперь смотрим, как изменилась картина здесь. Здесь должно было скрутить станину. И да, действительно, бульба ушла вон туда. И станина скрутилась. Именно поэтому, ребят, я когда делал исправление геометрии, ставил посередине. Посередине делал опору. Тогда станину не скручивает. И она стоит в свободном положении на 3 точках. 2 вот здесь. И 3 там. Сейчас ставлю 4-ю опору и все настраиваю. Ну все, ребят, сделал. Честно говоря, я не очень доволен. Знаете почему? Потому что делаешь вот так и есть какие-то звуки. То есть все равно передается вибрация и что-то вибрирует. То есть он жестко не будет стоять на таких опорах. С ними, конечно, лучше, потому что я выставил станок. Смотрите как. Продольное положение не буду показывать. Там все нормально, но оно как бы ни на что не влияет. Покажу поперечное. Сейчас бульбочка устаканится. При повороте вот этим ключом гайки примерно на 4 мм. Вот так, если я вот здесь 4 мм поверну, то бульба реагирует на одно деление.
Ну, примерно так. Итак, ребята, делаю проход, смотрим, как изменяется положение бульбочки. Никак, по-моему. Видно, что колышется, но все по центрам. То есть станина сейчас выставлена ровно. Никаких винтов, никаких искажений. Ну вот оно, крайнее положение. Видно, что все по центру. Ни на одно деление ничего никуда не уходит. Ни посередине, ни по краям. Идеально по центру. Надеюсь, видно, не отражает ничего, что камера дело такое. Вот. Сейчас мы попробуем зажать заготовочку и дать большие обороты с небольшим дисбалансом. Посмотреть, будет ли шататься станок. Вот она, наша вращающаяся масса. Пробуем шатать. Повышаю оборотики, пока нормально. Так, пока тоже нормально. Ну, мне кажется, лучше стало, ребят. Жестче стало стоять. Я не скажу, что сейчас есть вибрации. Так, ага, пошли вибрации. Но это уже большие оборотики, около 700. Видно, что станочек шатается. То есть получается жесткости вот этой вот недостаточно. Еще дать. Ну, в принципе, больше не стало. На максимум 1000 оборотов выдерживает. Раньше, конечно, гораздо хуже было. Шаталось значительно сильнее. Опять же, не было опор вот здесь. Вот, ну, одна была всего лишь. Так что такие дела, ребят. Стоит задуматься, почему бетонируют станки все-таки. Хотелось бы забетонировать. У меня, правда, может и это не помочь. Знаете почему? Потому что станок стоит на 2-м этаже. И снизу пустота. Снизу ничего нет. Возможно, это играют плиты. И даже бетон не сможет намертво пригвоздить станок. Поработаю, посмотрим, как оно себя покажет в деле. Добавлю 5-ю опору. Посмотрим, как оно теперь отрезает отрезным резцом. Будут ли вибрации? Или будет все жестко? Ну, как-то так. Давайте увеличим оборотики. На больших вибраций обычно больше. На подачке попробуем. Короче, жесткости стало гораздо больше. Склонности к вибрациям практически нет. Только если на очень малой подаче. Но это очень хорошо, ребят. Давайте еще увеличим оборотики. На больших обычно вообще не рискую. Ну давайте попробуем, что будет. Не, ну прям вообще зверски. Вот это да, друзья. Ну, все-таки дали опоры. Дали что-то опоры. Ну, во-первых, точность будет теперь повышенная. А во-вторых, ну, мне понравилось, как оно отрезает. Склонности к вибрациям практически нет, даже с повышением оборотов. Раньше такого не было.
Обратите внимание на марку стали. Это 40HN2MH. Это вязкая сталь. Именно ее я взял для тестинга. Можете посмотреть. С нее же я делал шайбы. Какие были вибрации перед этим. В этом же видео все сразу и выяснилось. В общем, такие дела. Ну, на точность не буду показывать пока. Если кому интересно, могу и на точность потом протестировать станок. Вот. Ну, у меня на этом все, ребят. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.